Приветствую вас на канале «Две войны». И в этом видео я расскажу вам об одной из последних наступательных операций на Восточном фронте, которой руководил лично Гиммлер. Как это произошло и чем в итоге закончилась эта битва, я и расскажу далее. На момент зимы-весны 1945 года Гитлер настолько отчаялся, что передал командование Генриху Гиммлеру, ведь положение вермахта было просто катастрофическим. После провала на Западном фронте в результате Орденского наступления фюрер уже не надеялся изменить ход войны и просто оттягивал неизбежное. А единственной его целью было попытаться задержать русских и договориться с союзниками. На Западном фронте он надеялся разбить войска союзников и выторговать у них мир. Но этого не произошло, и вся его ударная группировка, задействованная на этом направлении, была окружена и уничтожена. А в ней, между прочим, были и части, которые сняли с Восточного фронта, где натиск был гораздо сильнее, чем на Западе. Со всех сторон враги Гитлера подбирались к Берлину, и он в своей манере искал быстрое и авантюрное решение всех проблем. Именно в таких поисках и родился план операции, которая получила название «Солнцестояние». Операцию можно считать авантюрой, даже не рассматривая расклад сил на фронтах с чисто военной точки зрения. Уникальность этой военной операции состоит в том, что в качестве главнокомандующего группы армии Висла фюрер поставил Генриха Гиммлера. Генрих Гиммлер был одним из самых влиятельных людей Третьего рейха после Гитлера. Он занимал должность рейхсфюрера СС и был одним из идеологов Холокоста. Был признан военным преступником. За день до самоубийства Гитлер обвинил его в предательстве и отстранил от должности. Сам же Гиммлер также закончил жизнь самоубийством, приняв яд 23 мая 1945 года. Такое назначение вызвало бурное негодование многих немецких генералов, в том числе и отца Блицкрига Гудериана. Вот интересный диалог, который состоялся у немецкого генерала и Гитлера накануне этой операции. Генерала Венка следует прикомандировать к штабу рейхсфюрера, иначе нет никакой гарантии на успех в наступлении. У рейхсфюрера достаточно сил, чтобы справиться самому. У рейхсфюрера нет боевого опыта и хорошего штаба, чтобы самостоятельно провести наступление. Присутствие генерала Венка просто необходимо. Я запрещаю вам говорить мне о том, что рейхсфюрер не способен выполнять свои обязанности. Я все же должен настаивать на том, чтобы генерала Венка прикомандировали к штабу группы армий. И чтобы он осуществил целесообразное руководство операциями. В таком духе мы разговаривали около 2 часов. Гитлер с покрасневшим от гнева лицом, с поднятыми кулаками стоял передо мной, трясясь от ярости всем телом и совершенно утратив самообладание. После каждой вспышки гнева он начинал бегать взад и вперед по ковру, останавливался передо мной почти вплотную лицом к лицу и бросал мне очередной упрек. При этом он так кричал, что глаза его вылезали из орбит, вены на висках синели и вздувались. Я твердо решил не дать вывести себя из равновесия, спокойно слушать его и повторять свои требования. Я настаивал на своем с железной логикой и последовательностью. Если говорить совсем уж кратко, то собранной на скорую руку группе армии Висла требовалось нанести удар во фланг Первому Белорусскому фронту рядом с городом Кюстрин на реке Одер, которым командовал Георгий Жуков. Суть задумки была в том, чтобы сорвать наступление советских войск на Берлин и спугнуть их возможностью прорыва в тыл. То есть это был классический фланговый удар. Операцию «Солнцестояние» ожидали обе стороны. Жуков ждал, пока немцы потратят силы в безнадежных атаках, а Гитлер надеялся ликвидировать угрозу столицы. Тут отдельно стоит сказать и про саму группу армии Висла. Там немцы собрали последние подразделения, которые вообще могли сражаться и хоть как-то наступать. Несмотря на то, что армия и была сформирована в спешке, в нее были включены последние соединения 2-й, 9-й и 11-й армии Вермахта и Waffen-СС. 11-я танковая армия СС под руководством Феликса Штайнера вообще считалась одной из самых боеспособных подразделений Рейха на момент февраля 1945 года. К примеру, в ее состав входила дивизия СС «Фрунцберг». Это 432 офицера, 3470 унтер-офицеров и 16202 солдата. Дивизия также была хорошо укомплектована и имела высокий уровень дисциплины. Всего Висла насчитывала около 30 дивизий и бригад, из которых 8 было танковых. Поддержку сухопутных войск осуществлял германский флот, базировавшийся в Гдыне, Данциге и Кёльберге, и 300 различных самолетов. Учитывая превосходство в воздухе советских ВВС, разведка Красной Армии заметила передвижение сил противников и концентрацию большой вражеской группировки. Поэтому Жуков подписывает директиву 00813, согласно которой советские части занимают более удобные позиции и получают подкрепление, готовясь к обороне.
Основное наступление немецких войск началось 16 февраля 1945 года. Изначально армия Штайнера продвигалась весьма удачно, и к 16:00 немцы даже заняли город Вербен на берегу озера Мадюзе, а к 20:00 – Шеннинген. Германской армии противостояли части 61-й армии РККА, и несмотря на отсутствие промедления, немцы не могли пробить оборону 12-го танкового корпуса Красной армии. Хотя он был уже изрядно поредевший в результате прошлых боев. Немецкие ВВС тоже не остались в стороне и охотились на советские войска небольшими группами, что доставляло большие проблемы при передислокации. Тем временем 61-я армия штурмовала немецкий город Арнсвальде, который германская армия пыталась деблокировать. На этом направлении РККА терпела неудачи, потому что не имела в достаточном количестве пехоты и тяжелой артиллерии, в то время как немцы расстреливали ИСы прямо на улицах города. В городе также происходили столкновения советских танков ИС и ИС-2 и королевских тигров. В 16:00 17 февраля немцам все-таки удалось деблокировать город, уничтожив и разбив оборону 80-го стрелкового корпуса, который не имел достаточного количества противотанкового вооружения. Но на этом успехи вермахта закончились. Наступление замедлялось с каждым часом, а соседний танковый корпус вообще заглох и перешел к обороне. А само наступление стало повторять сценарий Орденской операции. Каждым днем дела немцев шли все хуже и хуже. 18 февраля начались первые контратаки Красной армии, и вечером 19 февраля наступление окончательно забуксовало. Затем из штаба группы армии Висла пришел приказ об остановке наступления. В это же время советские войска начинают перегруппировку для штурма Арнсвальда. На это им понадобилось 2 дня, и уже вечером 21 февраля после мощной артподготовки немцев выбили из города. Остатки 11-й танковой армии СС присоединили к 3-й танковой армии, и им пришлось спешно отступать за реку Одер для выстраивания обороны в ожидании советского натиска. По итогу немцы потерпели закономерное поражение. Еще перед Орденской операцией, которая, на мой взгляд, имеет много общего с солнцестоянием, Гудериан писал о том, что в таком положении Германии нет смысла тратить остатки сил на локальные успехи. Особенно бессмысленно это кажется на фоне генерального плана Гитлера, когда он ожидал конфликта между союзниками и СССР. Гораздо разумнее было бы изначально выстраивать оборону на Одере, а все войска, брошенные на атаку позиций Красной армии, вывести на оборонительный рубеж. Возможно, дело в том, что руководство вермахта все еще считало, что воюет с Красной армией образца 1941 года. Их еще можно окружить, запутать атакой с нескольких направлений или сломить мощным натиском. Но фактически Красная армия на период начала войны и Красная армия 1944-1945 года – это совсем разные армии. А как вы считаете, имела ли эта операция хотя бы гипотетический шанс на успех? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет его продвижению.